Всем привет! Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такого вот тигренка. Ростом он 14 сантиметров. Такая, как называют их, ладошечная игрушечка. Это символ следующего 22 года, 2022. Но так как уже все начали вязать тигрят, я тоже решила не отставать и такую вот милоту связать. Сейчас я расскажу, что я использовала для этого. Пряжа, как всегда, Yarnart Jeans. Так, где там он у нас? 55% хлопок, 45% полиакрил. Так, 160 метров в 50 граммах. Белый — это номер 62. Вот такой вот как бы оранжевый, еще коралловый он тоже немножко как бы отдает. Это номер 61. Можно брать оранжевый, есть в джинсе, прям ярко-оранжевый такой. Вот у меня остаточки остались коричневого. Это номер 70. Также ниточки ирис, или ирис, как их называют, такие темно-коричневые. Глазки я использовала на безопасном креплении. 8 миллиметров. И приклеивала горячим клеем носик. Он в ширину 11 миллиметров, в высоту 10 миллиметров. Такой маленький. Крючком вязала 2 миллиметра. Наполнитель холофайбер. Также понадобятся иголочки и ножнички. Еще я хотела сказать по поводу субтитров. Очень много мне приходит таких комментариев, что спасибо, мастер-класс очень хороший, но текст посередине экрана не дает ничего смотреть. Это субтитры. Меня их просят включить зрители из других стран. Очень просят, поэтому я не могу отказать. Очень много вяжут в Испании, в Турции, в Америке, везде. Поэтому я включаю субтитры на других языках. Они очень просто отключаются у вас в настройках. Просто внизу экрана, хоть на компьютере, хоть на смартфоне, внизу экрана есть кнопка настройки. Нажимаете настройки, субтитры, отключить субтитры. Все, никакого текста посередине экрана у вас не будет. Вот это я хотела сказать, потому что очень много приходит таких комментариев и даже бывает очень негативных. Поэтому я решила это вам сказать. Вот. Ну и все. Если кого-то заинтересовала такая игрушечка, вяжется он очень легко, очень просто, ничего сложного здесь нету. Мне кажется, и начинающие запросто свяжут такую игрушечку. Поэтому приступим. Вяжем ножки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем первую петельку и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Второй ряд провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. В первую петлю 2 столбика. Во вторую 2 столбика. Третью. Четвертую. Пятую и шестую. У нас получилось 12 петель в ряду. Ставим маркер начала ряда и вяжем третий ряд. 1 столбик, в следующую петлю прибавка, 2 столбика. И опять 1 столбик, в следующую петлю прибавка. И так вяжем до конца ряда
столбик прибавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Провязали третий ряд, у нас получилось 18 петель. Следующие два ряда, четвертый и пятый ряд, вяжем без изменений по 18 столбиков по кругу. Провязали два ряда по 18 петель, вяжем шестой ряд. Один столбик, затем делаем убавку за передние стенки петли. Захватываем первую полупетлю, затем следующую полупетлю и провязываем столбик без накида. И опять один столбик, убавка за передние стенки петли. Так вяжем до конца ряда. Столбик, убавка. В конце ряда у нас получится 12 петель. Провязали до конца ряда. Теперь мы будем менять цвет на оранжевый. Для этого провязываем в следующую петлю еще один столбик без накида. В следующую петлю соединительный столбик. Ниточку закрепляем одной воздушной петлей и обрезаем. Так. Берем оранжевую ниточку, делаем одну закрепительную петлю, просто петельку воздушную. Вот здесь, где мы делали соединительную, перед ней в столбик, так захватываем и провязываем столбик без накида. И дальше вяжем в каждую петлю по одному столбику без накида. Всего у нас в этом ряду получится 12 столбиков. Так провязываем два ряда. Это у нас седьмой ряд, 12 столбиков, и восьмой ряд, еще тоже 12 столбиков. Провязали два ряда по 12 столбиков, но последний 12 столбик провязываем не до конца. Продеваем ниточку, а заканчиваем уже коричневой или черной ниточкой, у кого какие полосочки будут. Цвет полосочек ввязываем. Вот так заканчиваем. Эту подтягиваем ниточку. И этот ряд, это у нас будет уже 9 ряд. Провязываем также 12 столбиков. Один ряд провязываем, но уже коричневой ниточкой или черной, у кого какая. Вяжем 12 столбиков. Последний столбик, для того, чтобы более был у нас плавный переход хода, я провязываю так. Можно, конечно, просто провязать столбик, но это я лично так провязываю. Тогда менее видно переход цвета. 12 столбик. Продеваю ниточку, зацепляю. И еще одну ниточку, не провязывая до конца столбик, я ввожу в начало первого столбика. Не в сам столбик, а в его основание. Вот куда он провязывался, первый столбик. Смотрите, прям вот в основание этого столбика, не в сам столбик, который мы уже провязали, а в основание. Продеваю тоже ниточку, и всего у нас 3 нитки на крючке, и тогда уже провязываем. Но теперь уже мы опять заменяем цвет на оранжевый и уже заканчиваем до конца этот столбик. Эту коричневую ниточку вот так подтянем, и посмотрите, насколько более плавный переход цвета получается. Далее 10 и 11 ряд, опять 2 ряда, провязываем также по 12 столбиков в каждом ряду. Провязываем 2 ряда этой ниточкой уже оранжевой.
Провязали 2 ряда оранжевой ниточкой. И также последний столбик провязываем не до конца, а заканчиваем его провязывать уже коричневой ниточкой. И вяжем вторую полосочку. Это у нас 12 ряд. Также вяжем 12 столбиков коричневой ниткой. Провязываем. В конце ряда опять также еще раз покажу, как я делаю соединение при смене цвета. Дальше уже не буду показывать, просто имейте в виду, что каждый раз это не только когда коричневую ниточку, а также и оранжевую. Видите, я вот меняла здесь, и оно не видно даже практически перехода цвета. Также точно я сделала оранжевую. Еще раз показываю, как я последнюю петлю при смене цвета провязываю. В последнюю петлю продеваю ниточку и одну еще ниточку продеваю в основание первого столбика. 3 петли на крючке и заканчиваю провязывать уже другой ниточкой. Эту подтягиваем, и получается все ровненько. 13 ряд провязываем так. Так вот смотрите, здесь, когда вы провязываете столбик, вернее в основание вот этого столбика, тут надо смотреть, чтобы не потерять петельку. Она бывает вот так вот вовнутрь прячется. Надо вот так отогнуть можно ниточку и смотреть. Вяжем 13 ряд. 1, 2, 3 столбика. В следующую петлю, в 4-ю, прибавка. 2 столбика без накида в 1 петлю. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. В следующую петлю прибавка. 2 столбика. И 3-й раз. 1, 2, 3. В последнюю петлю прибавка. Так, теперь в следующую петлю делаем соединительный столбик. И на первой ножке ниточку обрезаем. На второй вяжем потом в точно такую же еще одну ножку. И уже на той ножке ниточку мы не обрезаем, будем их соединять вместе. Вот я связала вторую такую же ножку. На первой ниточку обрезаем, на второй нет. Теперь вот здесь вот, хоть у нас, конечно, и не очень его видно переход хода, но все-таки есть немножечко ступенька, поэтому я хочу, чтобы эти ступеньки, они оставались сзади, да? Ножки вот так у нас будут соединяться. Теперь, для того, чтобы мне вот здесь вот сбоку оказаться для соединения, чтобы вот этот шовчик был сзади у нас, я провяжу еще несколько столбиков. 1, 2, 3, ну и 4-й еще провяжу. В следующую петлю делаю соединительный столбик на второй ножке. Вот таким образом. Делаем соединительный. И нужно будет сейчас наполнить ножки наполнителем, чтобы мы уже видели, как они будут выглядеть и так далее. Все. Наполняем. Вот так вот. Теперь вяжем тело. Это у нас будет первый ряд. Но сначала соединяем ножки. Провязываем одну воздушную петлю. Берем вторую ножку. Смотрим, где у нас тоже была смена цвета. И справа вот этого смены цвета, где-то посерединке, вставляем
крючок и провязываем соединительный столбик. Так, сейчас. Одна воздушная петля и соединительный столбик в первую ножку. Вот так вот. И теперь у нас будет начинаться первый ряд тела. Так, где у меня маркер? Куда-то задевала. Так, ставим маркер начала ряда и провязываем 15 столбиков по первой ножке. 15 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 15 столбик. 15. Далее вот здесь вот, где у нас одна воздушная петля была между ножками, провязываем столбик без накида. 1. Затем 15 столбиков по второй ножке. Начиная вот здесь у нас, где соединительная была петля, начинаем со следующей петли. Не вот это, где соединительная, а со следующей петли начиная, провязываем 15 столбиков по второй ножке. Вот, 15 столбиков, и по второй стороне вот этой вот воздушной петли, которая была между ножками, также провязываем столбик без накида. И у нас в ряду получилось 32 столбика в конце первого ряда. Второй ряд. В первую петлю провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Далее 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю провязываем прибавку. 1 столбик, сюда же второй столбик. Далее провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем вот здесь, где у нас была одна средняя петелька, вот эта над одной воздушной, провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. Далее 7 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую петлю провязываем прибавку. 2 столбика в одну петлю. И до конца ряда провязываем, сколько получается там у нас? Еще 8 столбиков остается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце этого ряда у нас получается 36 петель. Мы сделали 4 прибавки. Одну в начале ряда, 2 по бокам и одну вот здесь посерединке. Так, теперь возьмем 2 маркера, и нам нужно будет отметить для полосочек петельки, где будем вязать полосы коричневые. Я хочу провязать не полностью по кругу, чтобы была полоса, а вот так вот, не до конца. Здесь мне так больше нравится. Так, как отмечаем? Вот здесь вот мы в среднюю петельку делали прибавку. 2 петли. И начиная вот разделим их пополам и в каждую сторону отсчитываем по 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую ставим маркер.
И с этой стороны также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ставим. И вот от начала до вот этого маркера включительно у нас должно получиться 14 петель. Проверим. 2, 4, так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петель. Вот так вот. Теперь вот эту последнюю петельку подраспустим, чтобы сменить цвет на коричневый. Берем коричневую ниточку и заканчиваем последний столбик ряда ей. Теперь вот эту ниточку оранжевую мы будем прокладывать внутри вязания, чтобы нам с ней дойти вот до вот этого маркера. Провязываем до маркера столбики, а вот эту оранжевую вот сюда ее вплетаем. Она у нас остается внутри вязания. Так, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11 столбик не до конца провязываем сначала коричневой ниточкой, а завершаем оранжевой. Затем убираем маркер и провязываем петли до следующего маркера включительно. Эту ниточку я не прокладываю. Может, кто-то... Посмотрите, если у вас не будет ее видно, можете проложить. Но я не буду, потому что у меня потом просвечивает, мне не нравится, некрасиво. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик провязываем не до конца. 14. Вот эту ниточку можно просто, как вот жаккард вяжет, протянуть сюда не в натяжку, потому что когда будем наполнять, чтобы она не в натяжку была. Вот так. Можно вообще обрезать, можно протянуть. Вот так вот. И вот этой ниточкой теперь довязываем до конца ряда еще 11 столбиков. 1. Так. Сейчас. Оранжевую ниточку опять прокладываем под коричневой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 провязываем. Я опять же здесь сделаю такую же комбинацию в начало предыдущего ряда и заканчиваем уже оранжевой ниточкой. Эту подтягиваем. Вот так вот. Теперь следующие два ряда мы провязываем оранжевой ниточкой по 36 столбиков в каждом ряду. Это у нас получается 4 и 5 ряд провязываем без изменения по 36 столбиков. Провязали два ряда оранжевой ниточкой по 36 столбиков. Последнюю петлю ряда не до конца провязываем, меняем на коричневый. Завершаем столбик коричневой ниточкой. Теперь оранжевую опять прокладываем под коричневую
И коричневой ниточкой провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в этом ряду мы провязываем 12, так как у нас идет смещение при вязании по спирали. Провязали 12 столбиков. Так, 12 не до конца. Меняем на оранжевый. Заканчиваем вязание 12 столбика уже оранжевой ниточкой. Далее провязываем оранжевые столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 столбик провязываем не до конца. Там мы вязали 14, но так как идет смещение, поэтому провязываем 13. 13 столбик не до конца. Заканчиваем коричневой ниточкой. Вот так. Затем оранжевую опять прокладываем и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 столбик. Делаем смену цвета и завершаем оранжевой ниточкой. Вот так вот. Далее опять 2 ряда вяжем оранжевой ниточкой по 36 столбиков. Это у нас будет 7 и 8 ряд. Вяжем 2 ряда. Провязали 7 и 8 ряд по 36 столбиков и меняем цвет опять на коричневый. Далее провязываем эту ниточку оранжевую, опять прокладываем, коричневым провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 столбик провязываем не до конца. Завершаем оранжевым цветом. Далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 не до конца столбик. Завершаем коричневым цветом. Оранжевую прокладываем ниточку. И вяжем 1, 2, сколько у нас тут остается, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд. Ой, 11 столбик.
делаем смену цвета и завершаем оранжевым. Втягиваем. Вот так. Так, это у нас был 9 ряд коричневый. Теперь оранжевым цветом провязываем 10 ряд, 36 столбиков. Один ряд пока. В 11 ряду будем делать убавки. Провязали один ряд по 36 столбиков и вяжем 11 ряд. Так, маркер все время убегает. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку. Также точно за передние стеночки петли. Первую стенку переднюю, вторую стеночку. И провязываем убавку. Так нужно провязать в этом ряду 6 раз. 1, 2, 3, 4 и убавка. Вяжем так до конца ряда 4 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Все, в конце ряда опять меняем на коричневый ниточку. Я еще добавила наполнителя. Вот так вот. И провязываем 4-ю, уже последнюю полосочку на теле. Оранжевую ниточку прокладываем. Вяжем 12 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И на 12 петле ниточку меняем цвет. 12. Далее провязываем оранжевой ниточкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 9 петле провязываем столбик, заканчиваем коричневым цветом. Да что такое? Так вот. Оранжевую ниточку прокладываем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик. Цвет меняем. Коричневую подтягиваем ниточку. И коричневую можно обрезать. Дальше до конца будем уже вязать оранжевой ниточкой. 13 ряд провязываем. Делаем убавки. 1 столбик, 2, 3. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. Убавка. Опять 3 столбика ровно. 1,
2, 3 и убавка. Так вяжем до конца ряда, всего 6 убавок нужно сделать. И в конце ряда у нас получится 24 столбика. Провязали. Следующий ряд, это у нас будет 14 ряд, провязываем 24 столбика без накида, без изменений. 15 ряд. Также не забывайте в ходе вязания добавлять еще наполнитель. В 15 ряду мы сделаем также 6 убавок. Провязываем 1, 2, затем убавку. И так до конца ряда. 2 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. Все. И 16 заключительный ряд туловища мы провязываем без изменения 18 столбиков по кругу. Все, провязали 16 ряд до конца. И здесь смотрим, чтобы оказаться нам в середине спины. У кого там как идет смещение, все по-разному вяжут. Довяжите до серединки еще, сколько у кого. И следующую петлю делаем соединительный столбик. Вот так вот. Чтобы в серединке вот этот соединительный столбик был вот здесь вот в середине спины. Ниточку обрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания головы. Добавляем еще наполнителя. Все, туловище готово. Вяжем ручки. Белой ниточкой делаем кольцо амигуруми, закрепляем. В колечко провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Во втором ряду в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. В первую петлю 2 столбика, во вторую, третью, четвертую, 2 столбика, пятую и в шестую петлю 2 столбика. У нас получилось 12 петель. Колечко затягиваем. Следующий ряд провязываем без изменения 12 петель. Третий ряд провязываем. Четвертый ряд. Сделаем 2 убавки в ряду. Провязываем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. Затем убавка за передние стеночки. И второй раз. 1, 2, 3, 4 и убавка. Дальше будем менять цвет. Провязываем еще 1 столбик, в следующую петлю соединительный столбик, закрепляем ниточку и обрезаем. Берем оранжевую ниточку, также делаем 1 петлю, справа от соединительной петли начинаем вязать. Провязываем
по одному столбику в каждую петлю. И у нас получится всего 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-ю тоже соединим вот так вот в начало ряда. 10. Теперь вся ручка у нас будет вязаться по 10 петель. Вот я одну уже связала, не до конца, не соединила только. Вот, смотрите, также точно провязали 4 ряда белые, да? В последнем ряду сделали 2 убавки. И получается остальные все по 10 петель вяжутся. 2 ряда оранжевым, 1 ряд коричневым. Опять 2 ряда оранжевым, 1 ряд коричневым. 2 ряда оранжевым, 1 ряд коричневым. И в конце 1 ряд оранжевый. Все, везде вяжется по 10 петель. Вяжем. Всего 3 полосочки получится. И в конце я покажу, как соединить ручку. Все, вот я довязала ручку. Я добавила наполнитель только в нижнюю часть ручки. Вот в эту вот нижнюю часть. Вот сюда вот добавила наполнитель. Здесь у меня нет наполнителя. И соединим теперь края вместе. Так, соединяем. Захватываем следующую петельку с этой стороны полностью вот так вот. Вот так вот. И на второй стороне захватываем петлю. Полностью тоже. Так. И провязываем столбик без накида. 1. Следующий столбик. И с этой стороны 2. За обе стеночки цепляем 3. И 4-й столбик завершаем. Вот так вот провязали 4 столбика и ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания ручки, вытягиваем. Все. Надо связать 2 таких одинаковых ручки. Вяжем голову. Делаем кольцо амигуруми. В колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. В каждую петлю нужно провязать по 2 столбика. Провязываем в первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, третью, четвертую 2 столбика, пятую, и шестую петлю 2 столбика. У нас получилось 12 петель. Ставим маркер, вяжем 3-й ряд. В первую петлю провязываем 1 столбик, во вторую петлю прибавка 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. Столбик, следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. 4-й ряд. Провязываем 2 столбика, в 3-ю петлю прибавка. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика, в 3-ю петлю прибавка. И в конце ряда у нас получится 24 петли.
5 ряд провязываем 1, 2, 3 столбика в 4 петлю, прибавка. Так вяжем до конца ряда, 3 столбика, прибавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 6 ряд провязываем 4 столбика ровно, 1, 2, 3, 4. В 5 петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, 4 столбика, прибавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. 7 ряд вяжем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. В 6 петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда, 5 столбиков, прибавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. Вот довязали. У нас получилось 42 столбика. Теперь 2 ряда, 8 и 9 ряд провязываем по 42 столбика по кругу. 2 ряда. Вяжем 10 ряд. Будем вязать полосочки. Берем коричневую ниточку. Последний столбик 9 ряда, 42 столбик, до конца не довязываем. Берем коричневую ниточку и завершаем этот столбик последний, чтобы сменить цвет. Теперь вот эту вот оранжевую ниточку будем прокладывать под петли, вот так вот. И коричневой ниточкой провязываем 28 петель. 1, вот эта ниточка сверху. 2, 3, 27 и 28. 28 столбик до конца не довязываем. Меняем опять на оранжевый. И дальше до конца ряда довязываем оранжевой ниточкой петли. Еще 14 петель получается до конца ряда. Довязали. Теперь 2 ряда, 11 и 12 ряд провязываем оранжевой ниточкой по 42 столбика по кругу. 2 ряда. Последний столбик 12 ряда до конца не довязываем, меняем цвет на коричневый. Завершаем столбик коричневым цветом. Оранжевую ниточку прокладываем поверх и вяжем коричневой ниточкой 29 столбиков. 1, 2 и так далее. 28 и 29 столбик не до конца не довязываем, меняем на оранжевый цвет. И довязываем до конца ряда столбики уже оранжевым цветом. Всего у нас их останется здесь 13 столбиков провязать. Теперь 14 ряд, 1 ряд провязываем 42 столбика по кругу оранжевой ниточкой. 15 ряд. Нам нужно сделать 6 убавок в этом ряду. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. Провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда 5 столбиков, убавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. Последний столбик 15 ряда до конца не довязываем. Меняем цвет на коричневый. Эту ниточку прокладываем. И вяжем 26 столбиков коричневым цветом. 1, 2, 3. 26 столбик до конца не довязываем, меняем цвет на оранжевый и провязываем оранжевой ниточкой столбики до конца ряда. У нас получится еще 10 петель. Теперь, кто будет глазки крепить на безопасном креплении, нужно их прикрепить. Отсчитываем 10 рядов от макушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. И между 10 и 11 рядом я вот наметила себе, где будут у меня глазки. Между глазками у меня 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот так вот. Все. И второй глазик прикрепляем. 17 ряд. Провязываем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку за передние стеночки петли. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 18 ряд. Провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Затем делаем убавку. Итак, вяжем до конца ряда 3 столбика, убавка, и в конце ряда у нас получится 24 петли. Добавляем в голову наполнитель и вяжем 19 ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2 и делаем убавку. Так вяжем до конца ряда, 2 столбика, убавка, в конце ряда у нас получится 18 петель. Все, провязали, 6 убавок сделали. В конце ряда провязать можно еще пару столбиков. 1, 2 для симметрии. Потом делаем следующую петлю соединительный столбик. Закрепляем петельку. Ниточку обрезаем. Все. Теперь нужно еще добавить до конца наполнителя. Голова готова. Свяжем мордочку, щечки такие. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем петельку. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем. В следующем ряду нужно провязать в каждую петлю прибавку по 2 петли. В первую 2 петли, во вторую 2 петли и так далее. У нас получится 12 петель. И теперь следующий ряд нужно провязать 12 столбиков по кругу. Провязали 12 столбиков. Теперь в следующую петлю делаем соединительный столбик. Оставляем ниточку для пришивания и обрезаем. И теперь нужно связать еще одну точно такую же деталь. Вяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем. Провязываем в кольцо 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. Теперь делаем одну воздушную петлю и разворачиваем вязание. Далее, начинаешь с первой же петли, провязываем прибавки в каждую петлю. В первую 2 столбика, во вторую петлю 2 столбика, в третью 2 столбика, четвертую, два столбика и в
в пятую тоже 2 столбика. Теперь ниточку закрепляем, делаем воздушную петлю и отрезаем. Теперь нужно оранжевой ниточкой связать точно такую же деталь, только ниточку не обрезать в конце второго ряда. Вот, я связала точно такую же деталь. Теперь будем их соединять. Берем изнаночными сторонами друг к другу, складываем, прикладываем. Вот так вот. На белой половинке продеваем вот здесь вот сбоку ниточкой. Так. И зацепляем вот эту вот петлю, продеваем в нее. Вот так вот. Делаем одну воздушную петлю и, начиная с первой же петли, соединяем. Захватываем первую петлю на белой части и первую петлю на оранжевой части, полностью за обе стеночки. И провязываем столбик без накида. И так соединяем каждую петельку на одной стороне и на второй стороне. И провязываем столбики без накида. Всего у нас здесь получится 10 петель. Так вяжем до конца. Вот, провязали, соединили все петли, 10 петель. Затем в эту же петлю, в последнюю, делаем соединительный столбик. Ниточку оставляем, нить для пришивания ушка. Обрезаем и вытягиваем ниточку. Теперь вот эти вот все кончики, которые остались, немножко покороче сделать их и заправить их вовнутрь между ушками, вот сюда. Все эти ниточки лишние. Вот так вот. И теперь нужно связать еще одну точно такое же ушко. Вяжем хвостик. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затягиваем колечко. И провязываем еще 3 ряда по 5 столбиков. Не затягиваем, чтобы легко было вязать. Просто вот так посвободнее. 5 столбиков вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 2 ряда. Провязали 3 ряда по 5 столбиков, затем меняем цвет на черный и вяжем один ряд, тоже 5 столбиков, одну коричневую полосочку. 2, 3, 4 и 5. И так вяжем, значит, весь хвостик. 3 ряда оранжевых, 1 ряд коричневый. 3 ряда оранжевых, 1 ряд коричневый. Всего у нас получится 3 коричневых полосочки. Потом я покажу, как дальше. Вот я провязала
Значит, набрали мы 5 столбиков кольцо амигуруми, провязали 3 оранжевых, 1 коричневый, еще 3 оранжевых, еще 1 коричневый, 3 оранжевых, третий ряд коричневый, полосочка третья, и после третьей полосочки 2 ряда оранжевый. Теперь соединяем края, вот так вот складываем, и с одной стороны захватываем петлю, и с другой стороны захватываем петлю за обе стенки. Вот так вот. И провязываем 1 столбик без накида и 2 столбик. Вот так вот. Теперь оставляем кончик для пришивания, ниточку отрезаем, вытаскиваем. Вот так вот. Приступим к сборке. Берем иголочку, одеваем ее в ниточку от тела, вот так вот прикладываем. Я вот здесь вот в прошлый раз специально на середине остановилась. Теперь находим тоже среднюю петлю середины головы, можно даже посчитать вот так вот по петлям, и начинаем пришивать. Продеваем вот так вот петлю одну и захватываем петлю на туловище. Затем опять следующую петлю на голове. И следующую петлю на туловище. И так пришиваем полностью по кругу. Когда останется несколько петель, вот здесь, нужно будет добавить еще в шею наполнителя. Вот, когда остается еще небольшое отверстие, нужно еще добавить туда наполнителя наверх в голову, так вот, и потом в туловище. И дошить до конца. Все, голову пришили, теперь пришьем щечки. Берем щечки, вот этими ниточками в середину складываем и вот так вот прикладываем под глазами. Вот так нужно будет нам их пришить. Можно закрепить. Так. И начинаем пришивать. Захватываем одну петлю на голове и за заднюю полупетлю на щечке, вот, которая дальняя. Затем опять вниз идем, также за заднюю полупетлю. Так вот. Так. И так вот пришиваем по кругу. Когда останется немножечко отверстия, еще не до конца, чуть-чуть нужно будет добавить наполнителя. Немножко совсем прям, шарик один. Вот так, чтобы он немножечко стояла, держалась как бы в объеме. Вот когда остается небольшое отверстие еще, я где-то вот так вот шарик один наполнителя туда добавляю. Все,
Все, вот я одну пришила сторону. Теперь прикладываем вторую и точно так же аналогично пришиваем. Вот, и вторую сторону, когда пришьете, вот так вот, такую форму нужно, вот когда пришиваете, придавать, что внизу они у нас будут соединяться, а здесь как бы для носика треугольник такой остается. И вторую, когда дошиваете, вот здесь прям можно вот так вот зацепить, чтобы как соединить их вместе, сшить снизу. Так. Вот так, здесь мы будем еще перемычку делать. Все. Закрепить. Ниточку вывести куда-нибудь. Так. И обрезать. Так, теперь, наверное, сначала сделаем утяжку глазок, потом уже закончим с носиком. Я отрезаю, утяжку делаю той же ниточкой, что вязала. Две такие небольшие ниточки. Так. Здесь вот в районе шеи, прямо вот где мы пришивали, прокалываем иголочку и выводим возле глазика, прямо посерединке. Вот так вот. В тот же ряд, на том же ряду, в котором мы прикрепляли глазки. Затем снизу вот так проводим. И с этой стороны, а выводим на одну петельку в бок от той, в которую мы вводили. Так. Так. И ниточка должна так вот натянуть, чтобы она под глаз ушла. То же самое вторую. Берем с этой стороны. Так. Выводим сбоку глазика. Затем с этой стороны. И выводим на одну петлю в бок. Так. Вот так у нас должно получиться. Теперь берем ниточки, вот так связываем на узелок на один и подтягиваем. То же самое здесь. Узелок делаем и подтягиваем. И смотрим, чтобы было одинаково. Так вот. Все. Когда уже, если устраивает, тогда уже завязываем еще на пару узелков. Так, и все. Эти ниточки одеваем в иголку, выводим куда-нибудь в бок и обрезаем. Так, кто будет вышивать носик, сейчас нужно вышить его и потом сделать вот эту перемычку. Я буду носик приклеивать, поэтому я сейчас сделаю перемычку.
потом приклею носик. Просто беру черную ниточку, любую, какая есть, и вот так вот делаю. Можно еще раз. Все. Ниточки эти все прячем внутри головы. И все. Все, вот я приклеила носик. Теперь пришьем ушки. Носик клеила на горячий клей. Так, берем ушко, прикладываем. Так вот. Это у меня получается, где-то я буду пришивать коричневые вот этой вот полосочки. 1, 2, 3 столбика отсчитываю и захватываю ниточку. 1 столбик. Так, так. Теперь продеваю на ушко вот так вот один столбик. Затем захватываю одну петельку на голове на ряд выше. Так. Затем следующую петельку на ушке. Так вот, и опять на ряд выше на голове. И так и пришиваю вот так вот. Опять захватываю здесь петельку, прокалываю. И еще на ряд выше на голове. Все. И вот так до конца пришиваем. Ниточку закрепляем, обрезаем. И второе ушко пришиваем аналогично. Точно так же здесь отсчитываем 3 петли. И вот так вот пришиваем ушко. Теперь вышьем еще вот здесь вот полосочки. Беру ниточку, такую ту же, которая вязала полоски. Посередине смотрим между глазок вот так. Отсчитываем 5 рядов от вот этого начального колечка. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрим серединка где, да? Так. С этой стороны отсчитываем сзади 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрим тоже, чтобы ровно было. Так, нет, здесь, наверное, да? Серединка. Вводим ниточку, выводим вот в этой, где мы иголочку отмечали. Здесь оставляем немножко ниточку. Вот так прокладываем. Теперь вводим вот сюда, опять же в это же отверстие, выводим на одну, так, не на одну, наверное, сейчас, вот, на ряд выше и на 2 петли в бок. Так. Теперь здесь тоже через один ряд, а выводим с этой стороны тоже на ряд выше и через один ряд. Так. Затем здесь тоже с этой стороны. Так, как у нас будет, так примеряем, смотрим.
вот сюда получается. А выводим, где мы начальная была у нас вот эта вот ниточка, вот сюда. Все. Вот такие 3 полосочки вышили. Теперь здесь эти ниточки свяжем на узелок просто. Все. И спрятать внутри головы. Продеть иголочку, спрятать и отрезать. Теперь пришьем ручки. Прикладываем вот так вот сбоку. Пришиваю над вот этим коричневым к оранжевому ряду. Так. Захватываем одну петельку на туловище и одну петельку на ручке. Затем опять одну петельку на туловище и одну петельку на ручке. Тут у нас 4 петли было, мы соединяли, да? Я пришью на туловище на 3 петли. Поэтому еще раз в эту же петлю продеваю на туловище, а здесь в следующую петлю, третью. Теперь опять следующую на туловище и 4-ю петлю на ручке. Так. Теперь вот здесь вот сбоку вот у нас такая петелька остается, как бы ниточка такая. Ее можно тоже вот так захватить. Голкой. И вот так вот закрепляем ниточку теперь. Все, там делаем узелок и ниточку прячем внутри вязания. То же самое вторую ручку прикладываем и также точно на 3 петли пришиваем. Все, пришили ручки, теперь хвостик пришьем. Берем хвостик. Так, и пришиваем вот где-то под вот этой вот полосочкой посерединке. Захватываем петельку на туловище и на хвостике. Одну. И вторую. Все, ниточку закрепляем. Делаем узелок там и прячем внутри вязания. Вышьем коготки. Берем ручку с этой вот стороны снизу. Один ряд белый остается после оранжевого. Продеваем иголочку, выводим с этой стороны. Тоже один ряд остается белый. Так, здесь оставляем ниточку. Теперь еще раз в эти же отверстия сюда же вводим, выводим в это же, которое было. Формируем коготок и подтягиваем вот так. Теперь еще раз вводим в это отверстие, а выводим через одну петлю на ручке с этой стороны. Вот так вот. Подтягиваем и формируем второй коготок. Здесь вводим в следующую петлю
рядышком вот с этой, с которой мы начинали, а выводим в этом же коготке. Так, и формируем. Подтягиваем. Так. Вводим в начальную, а выводим в самое начало, где мы начинали первый коготок. Вот так. Подтягиваем. Здесь все выравниваем. Ниточки. Так. Все. И теперь вот эти две ниточки связываем на узелок и прячем внутри вязания. Точно так же вышиваем вторую ручку. Все, на ручках вышили, теперь на ножках вышьем. Вот на одну я уже вышила. Так, смотрим здесь, где у нас вот это вот среднее, где мы набирали 6 воздушных петель. Вот между вот этим и вторым рядом делаем сначала средний коготок. Смотрим посерединке. За 2 ряда белых у нас остается. Так, здесь оставляем ниточку. Еще раз в это же отверстие и выводим в этом же отверстии, начиная. Так. Затем вводим в начальное отверстие, а выводим через ряд. Одну дырочку пропускаем, во вторую вводим. Так. Здесь отступаем одну петлю. Опять сюда же. Так. Что такое ниточка? Какая-то ниточка. Сейчас я ее спрячу. Так, дальше. Теперь вводим ниточку в начало вот этого левого коготка, а выводим через одну петлю во вторую от среднего. Так. Затем здесь отступаем от средней одну петлю, выводим в правом коготке. Так. И теперь вводим в начало правого коготка, выводим там, где мы вообще начинали вышивать. Вот так. Все. Теперь вот эти ниточки связываем между собой. И вот эти ниточки прячем внутри ножки. Все. На этом вязание нашего тигренка окончено. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Вот такого милушного тигреночка. С огромным нетерпением буду, как всегда, ждать фото ваших тигрят. Желаю всем ровных петелек и до новых встреч. Пока-пока.